Почему в приложении кажется, что испанский дается легко? На улице в Испании эта уверенность куда-то исчезает. Вы открываете приложение, и все понятно. На экране одно предложение и три варианта ответа. Ошибились, вас сразу поправили. Ответили правильно, получили баллы, медаль, новый уровень или еще один день в серии без пропусков. Вы видите результаты, чувствуете, что быстро продвигаетесь. Поэтому хочется выполнить еще одно задание, потом еще одно. А там уже жалко терять серию из 47 дней. Все это устроено именно так, не случайно. Крупные технологические компании тратят огромные деньги на изучение поведения пользователей. Что привлекает наше внимание? Какие задания мы охотнее выполняем, в какой момент закрываем приложение и что заставляет нас вернуться? Тестируется буквально все. Интерфейс, количество вариантов ответа, звуки, награды, уровни сложности. Приложение должно быть достаточно легким, чтобы вы не устали и не бросили. Достаточно интересным, чтобы вернули завтра. И достаточно приятным, чтобы у вас сохранилось ощущение успеха. И с этим приложения прекрасно справляются. Но легкость выполнения заданий еще не означает, что материал также легко перейдет в речь. Мозгу гораздо проще узнать правильный ответ среди предложенных вариантов, чем найти нужные слова самостоятельно и построить из них фразу. Особенно, когда рядом стоит живой человек и ждет, пока вы ответите. В приложении все предсказуемо. Вам показывают «quiero» и предлагают закончить. Una mesa, una ventana, un café. В жизни вы заходите в кафе, а официант вместо знакомого спрашивает «¿Qué te pongo?» И у вас уже нет трех вариантов. Нужно понять вопрос, решить, что вы хотите сказать, вспомнить слова, правильно их соединить и произнести ответ. Причем желательно до того, как официант решит, что вы еще выбираете. То же самое происходит и в других ситуациях. Вы звоните в поликлинику, а сотрудник быстро называет несколько дат, перебивает сам себя и предлагает запись к другому врачу. Сосед начинает разговор о доме. Через минуту переходит на парковку, потом вспоминает про собрание жильцов и использует выражения, которых не было ни в одном вашем уроке. В банке вам задают дополнительный вопрос, к которому вы не готовились. А вот человек, который несколько месяцев хорошо справился с заданиями, вдруг думает, почему я столько учусь, но почти ничего не могу сказать. Потому что выбрать правильный ответ и самостоятельно его создать не один и тот же навык. Приложение чаще всего учит узнавать знакомые слова и конструкции. Но в реальном разговоре нужно уметь самому построить фразу, понять неожиданный вопрос, переспросить, объяснить другими словами, если вас не поняли, и продолжить разговор, даже когда он пошел не по подготовленному сценарию. Именно этого многим и не хватает. За годы преподавания я много раз видела один и тот же переломный момент. Ученик перестает ждать готовых вариантов и начинает отвечать сам. Сначала коротко, чаще всего неправильно и даже с постоянными паузами. Но постепенно он уже может сам записаться к врачу, поговорить с учителем ребенка, объяснить проблему владельцу квартиры. Или не растеряться, когда испанец отвечает совсем не той фразой, которую ожидалось услышать. Вот этот прогресс невозможно измерить количеством медалей, зато его очень хорошо чувствуешь в обычной жизни. Поэтому в сентябре я открываю новую группу «Испанский для жизни». На занятиях мы будем не просто учить слова и выполнять упражнения, а разбирать ситуации, с которыми действительно сталкиваются после переезда в Испанию. Запись к врачу и объяснение симптомов, аренда жилья и бытовые вопросы, общение в банке, телефонные звонки, разговоры в школе, кафе и рестораны, повседневные общения с испанцами. Мы будем учиться не выбирать ответ из предложенных вариантов, а понимать вопрос и отвечать самостоятельно. Так, как это приходится делать каждый день в Испании. Запись в сентябрьскую группу уже открыта. Чтобы записаться или узнать подробности, напишите в комментариях под этим видео, либо отправьте мне личное сообщение.
Если вы долго учите испанский, но в реальной жизни все еще ждете в голове те самые 3 варианта ответа, возможно, пришло время начать обходиться без них. Так что пишите мне. До скорой связи. Hasta pronto.